его возлюбленная на самом деле является вампиром. Может ли Азахи действительно сохранить свою тайну? Азахи, который казался встревоженным, бегал по кампусу, торопливо пытаясь добраться до какой-нибудь комнаты, так как мысли заполняли его голову по пути. Он думал о секретах и, по-видимому, набирался смелости, чтобы признаться кому-то в письме. Он подошел к двери комнаты и, крадучись, открыл ее. Но вместо того, чтобы сразу же признаться, на лице Азаки появляется выражение шока, когда он и зеленоволосая девушка на мгновение встречаются взглядами. Что бы он ни увидел, это побудило его кричать изо всех сил. Как оказалось, Азахи немного святой в том смысле, что он не может хранить секреты и даже не может солгать. Оба этих факта приводят в восторг друзей местного хорошего парня. Это привело к тому, что Азахи получил прозвище «Святая корзина». Несмотря на этот ярлык, который преследует его повсюду, друзья Азахи, Акасима и Сакура, утешают его тем, что он самый надежный человек из всех, кого они знают. Хотя, к его чести, Азахи гордится одной простой вещью. Он умеет хранить секрет, даже если это всего лишь один секрет, и этот секрет заключается в том, что он влюблен в Йоко Ширигами, загадочную девочку, которая рано ходит в школу и уходит позже всех остальных. Йоко редко общается с другими людьми, и во время урока физкультуры Азахи заметил, что она сидит одна в тени. После уроков Азахи и его друзья гуляли рядом со школьной территорией. К его удивлению, его друзья действительно знали о его тайной влюбленности в Ширигами, даже утверждая, что им было известно, что это началось осенью, когда они учились на первом курсе средней школы. Это заставило удрученного Азахи сесть на скамейку запасных и признать, что он действительно плохо умеет хранить секреты. Однако его поддерживающие друзья быстро утешили его, сказав, что в том, чтобы иметь один-два секрета, нет ничего особенного. Однако единственный совет, который дали ему эти трое, особенно Ока, состоял в том, чтобы подтолкнуть его к признанию, и он так и сделал. Это возвращает нас к первой сцене эпизода. Теперь стала ясна причина, по которой и Азахи, и Юка кричали о кровавом убийстве в тот тихий полдень, когда они увидели друг друга. Юка была вампиром, и Азахи видел, как она расправила свои крылья, похожие на крылья летучей мыши, и обнажила клыки. Юка поспешно убрала их и застенчиво спросила ошеломленного Азахи, видел ли он их. Как всегда, лгать главному герою было бесполезно, так как по его лицу было видно, что он на самом деле думает. Несмотря на все происходящее, друзья Азахи все еще ждали его на территории школы. Они довольно долго обсуждали, как он пропал, когда внезапно их подслушала Акими Макен, представитель школьной прессы. У Акими была репутация человека безжалостного во имя поиска хорошей истории, вплоть до того, что ее называли злой королевой. Она искала сенсацию, и чтобы спасти своего безнадежного романтического друга, Акасима и Сакура сбежали от злой школьной прессы. Вернемся к главным героям этой истории. Азихи больше не испытывал шока от внезапного откровения. Юка заявила, что теперь с тех пор, как кто-то узнал, кто она такая, она должна покинуть школу. Она выразила свой восторг и изумление по поводу того, что Асахи был последним человеком, с которым ей довелось поговорить в школе. И вот теперь признание Асахи в любви превратилось в обещание. Для того, чтобы Юка продолжала ходить в школу, Святая Корзина поклялась сделать одну вещь, которую он, как известно, не делал. Сохрани тот день в секрете. Азахи был в восторге от того, что наконец-то они с Юко поговорили. Они даже начали вместе ходить домой, так как жили в одном районе, чему вампир-подросток был очень рад. Хотя для него это стало воплощением мечты, Асахи все еще беспокоило, что он не может признаться в этом. Когда они шли домой, представительница их класса мельком увидела их вместе, и ее внимание было сосредоточено именно на Асахи. На следующий день друзья стали приставать к Асахи с расспросами о том, как прошло его признание. Все они ожидали, что он будет отвергнут, но они не могли понять этого, когда Асахи сказал, что они оба стали друзьями. Однако их время для разговора было сокращено, так как их учитель опоздал. Это побудило представителей их класса, Айзаву Нагизу, строгую, склонную к учебе ученицу, почтительно сделать выговор своей учительнице за ее опоздание. Многие ее одноклассники называют ее «железной леди», но у этой железной леди, похоже, есть что-то на уме, что ее беспокоит. До того, как Асахи проникся симпатией к Юко, он, по-видимому, часто пялился на Идзаву, а Идзава была таким же строгим человеком, как и она сама. Я столкнулся по этому поводу с мистером Холли Баскетом. Она сказала, что он ей совершенно не интересен, так что ему лучше перестать пялиться на нее. Она посоветовала Азахи найти кого-нибудь другого, и вот сейчас она сказала, что рада, что он последовал ее совету. Она сказала, что это одно и то же, но выражение ее лица говорило об обратном. Хотя она еще раз подтвердила, что у нее нет никаких чувств к Асахи, она задалась вопросом, действительно ли Асахи что-то чувствовала к ней в прошлом. Она даже слишком много думала о том, что с тех пор, как она не дала ему заговорить в последний раз, когда она столкнулась с ним лицом к лицу, она никогда не узнает ответа на свой вопрос. Конечно же, Асахи был очень подавлен этим переживанием. А что Айзава делает со своим замешательством после их предыдущей стычки? По-видимому, нужно еще раз встретиться с Асахи лицом к лицу. Она загнала его в угол в довольно людном месте и спросила, были ли у него чувства к ней раньше или нет. Конечно, Святая Корзина не могла лгать, но была более или менее удивлена этой встречей, когда он сказал «да». Хотя Идзава, казалось бы, почувствовал облегчение от его ответа, все же не позволил Асахи сорваться с крючка. Она отругала его, сказав, что никогда не влюбится в него, когда друзья Асахи спросили, не было ли это ее способом признаться. Сейчас, в конце занятий, Асахи сопровождала Юко на обед.
так как она не могла есть в присутствии других людей, не обнажая свои клыки. Она ждала до позднего вечера, когда в классе никого не было. Асахи был поражен тем, как ест Юка, что, как он отметил, сильно отличалось от того, как изображают вампиров, чтобы они питались. Юка объяснила, что сосание крови для вампиров на самом деле сродни поцелуям и что они делают это во время свадеб и тому подобного. Все было хорошо и хорошо, пока Юка не решила съесть закуски, которые Асахи по незнанию держал при себе. Прежде чем он успел предупредить ее, она откусила кусочек и через несколько мгновений воскликнула о том, каким острым был хлеб. При ближайшем рассмотрении оказалось, что закуски были наполнены случайными вещами, которые, по-видимому, были испорчены неизвестным злодеем. К этому времени Юка уже свисала с крыши их класса от того, насколько горячей была закуска. Решив, что было бы лучше взять немного воды, Асахи выбежал за ней, но в тот же момент, когда он открыл дверь, Идзава тоже был там, пытаясь войти в комнату. В одно и то же время она увидела Юка с распростертыми крыльями, из-за чего все трое не знали, что делать дальше. Однако самый большой сюрприз пришел от Идзавы, когда внезапно из ее тела послышались механические звуки, а на затылке открылся небольшой порт, где появилась крошечная гуманоидная инопланетная версия представителя класса, вышел и потребовал узнать, с какой планеты родом Юка. В присутствии Асахи, который, как теперь выяснилось, является инопланетянином, Идзава раскрыл еще одну потустороннюю тайну и предложил стереть его память с помощью усовершенствованного инопланетного инструмента, который на самом деле был просто молотком. Несмотря на то, что он сопротивлялся на первом этапе, Асахи позволил Айзаве стереть его память, когда последний упомянул, что это пойдет на пользу Юка. Однако вампир-подросток остановила их обоих, заявив, что она рада иметь человека, который знает, кто она такая, и примет любой результат, к которому это приведет. Увидев, какая связь установилась между этими двумя людьми, Айзава решила доверить свою тайну и Асахи. По дороге в школу Асахи размышлял о текущей ситуации, в которую он попал. Он не только хранит секрет для Юка, но и теперь знает, что представитель класса Айдзава инопланетянин. Он подумал, что для парня, который известен как плохой лжец, он должен изо всех сил стараться сохранить не один, а два жизненно важных секрета. Его концентрация на своих мыслях была нарушена, когда он услышал шум, доносящийся с задней стороны школьного здания. Он прокрался внутрь только для того, чтобы увидеть, как трое его друзей фактически находятся в плену у Акими. Все трое были связаны и подвешены с обмотанными вокруг них шлангами. Судя по всему, злая королева до сих пор не отказалась от сенсационной информации, которую она услышала об Асахи. Это было хорошее обязательство по отношению к их дружбе, которое Сакура, Ака и Сима еще не нарушили, несмотря на их нынешнее затруднительное положение. Несмотря на то, что Акими старалась держать себя в руках, она все же заметила Асахи. У нее уже была запись разговора Асахи и Юка, и она призналась, что саботажные закуски, которые были сделаны ранее, были ее рук делом. Призывая свою подругу детства выложить все на чистоту, она, казалось, была полна решимости выяснить, что на самом деле происходит между ее целевой парой. По-видимому, и Асахи, и Акими были одноклассниками с начальной школы, и с тех пор несчастный благодетель попал на первые страницы злых газет. Школьная газета королевы. Асахи отметил, что у него нет никакого намерения помогать Акими с этой сенсацией, так как эти газеты превратили его школьную жизнь в сущий ад. И поэтому единственным логичным следующим шагом, который пришел в голову Акими, было догнать и поймать Асахи, чтобы заставить его признаться. После долгой погони святая корзина была поймана. Он был связан и подвешен точно так же, как и его друзья ранее. Все это время Акими угрожающе смеялась. Асахи оказался крепким орешком, и поэтому, чтобы оказать на него дополнительное давление, Акими решает спросить другую половину этой таинственной пары Юка. Встревоженный этим, быстро выбравшись из затруднительного положения, бросился в класс только для того, чтобы заметить, что Акими и Юка там нет. Внезапно я вспомнил, что существует вероятность того, что Юка покинет школу из-за того, что ее тайна будет раскрыта. Это привело его к тому, что он спросил учителя, где она находится. Оказалось, что вампир-подросток просто заболел, и так как именно он выразил беспокойство за нее, учитель поручил Асахи передать несколько записок Юка у нее дома. Эта работа заставила Асахи одновременно и волноваться, и нервничать. Однако он был не единственным, кто был взволнован, так как Акими слушала обо всем этом за дверью класса. После того, как Асахи вышел из класса, Акими снова погналась за ним. Он уже терял надежду, пока Азава не затащила его вместе с собой в кусты, чтобы спрятаться от сумасшедшего школьного журналиста. Ее покрасневшее лицо, казалось, указывало на то, что она испытывает какие-то чувства к главному герою, хотя она сильно отрицала это перед самой собой. Однако у обоих не было времени собраться с мыслями и обдумать свой следующий шаг, так как Акими нашла их все одинаковыми. Представители класса вышли вперед, чтобы остановить злую королеву, и приказали Асахи спешить и выполнять свою миссию. Он не из тех, кто упускает шанс, и бросился прочь, подальше от неприятностей, которые приносит Акими. Спустя довольно долгое время Асахи добрался до общежития Юка. Это было совершенно очевидно, так как вокруг этого места кружили летучие мыши. Местная вампирша-подросток была рада своему посетителю и чувствовала себя достаточно лучше, чтобы убрать всю свою комнату, на что указала Асахи. Хотя она признала, что все вещи, которые она убрала, были просто запихнуты в шкаф ее квартиры, который выглядел готовым, чтобы лопнуть. Он также застенчиво заметил, что ее комната выглядит вполне нормально.
нормально, и спросил, спит ли она в гробу. По словам Юка, наличие кровати в гробу было роскошью, которую она не могла себе позволить. Асахи, казалось, был погружен в свои собственные мысли, потому что только сейчас осознал, как он проводит время с девушкой, которая ему нравится, в ее собственном доме. Однако у него не было возможности задуматься над этой мыслью, так как ему позвонил Идзава и сказал, что Акими была на пути к тому, чтобы по сути шпионить за ними. Хотя все обошлось хорошо, когда Акими попыталась проникнуть в квартиру Юка, шкаф взорвался прямо на ней, сбив ее с ног. Она сама вышла из этого процесса. Но это не значит, что злая королева сдалась, так как на следующее утро она снова взялась за свое. На этот раз она шантажировала Асахи отредактированной фотографией, на которой он запечатлен в Юка. Но получив несколько советов от Аки, Асахи сумел изобразить свой энтузиазм по поводу публикации газеты, к большому неудовольствию Акими. Поскольку она не могла напечатать что-то, что доставило бы Асахи радость, она решила не публиковать эту фотографию. Хотя все было хорошо и хорошо, Асахи заметила, что, похоже, Акими что-то скрывает. Затем выяснилось, что очки, которые носит Акими, принадлежали богу удачи Фукутян. Этот бог что-то сказал школьному журналисту о том, как воплотить ее детские мечты в реальность. Акими отказалась, сказав, что между ней и Асахи все в порядке и так, как сейчас. Первая сцена эпизода заполнена обычным школьным днем. Учитель ходил по классу кругами, намереваясь преподавать ученикам английский язык. Как мне казалось, старшеклассники не так уж далеки от озорства. Хашима решил проскользнуть в несколько журналов и почитать их на уроке, используя свой учебник английского языка, чтобы скрыть это. Однако это не ускользнуло от внимания учительницы, и она быстро выхватила журнал у Симы. Его друг решил обвинить во всем Асахи, что вызвало некоторую реакцию со стороны класса, поскольку журнал был неприличного вида. Учительница позвонила Айзаве, чтобы сделать выговор ее одноклассникам. Но так как и Асахи, и Сима готовились к большому нагоняю, они посмотрели и увидели, что стол представителя класса пуст. Это тоже удивило учительницу. Ее вещи все еще лежали на столе, но она никак не упомянула о своем отсутствии. Тем не менее, она продолжила занятие, и Асахи остался размышлять о необычном исчезновении Железной Леди. Так оно и было, пока он не почувствовал, как что-то ударило его по затылку. Он посмотрел вниз. К его удивлению, крошечный инопланетянин Язава был там и махал ему с пола. Как оказалось, у робота, который Язава использует, чтобы выдать себя за человека, закончился заряд, и у нее не было возможности подзарядить его. У него не было другого выбора, кроме как помочь, и после того, как он извинился и ушел с урока, пара выскользнула в коридор. Когда Идзаву спросили, почему у нее не было времени перезарядить свой блок, она смущенно призналась, что запаниковала, когда ей показалось, что Асахи и Юка говорят о неприличных вещах. Как бы то ни было, эти двое направляются в женскую ванную комнату. Конечно же, Асахи не решался войти, но для того, чтобы помочь этому крошечному другу инопланетянину, он сделал это. Он нашел человеческую единицу Асахи в конце туалетной кабинки и вынес ее в коридор. Крошечная Айзава заметила, что это выглядело так, словно он нес ее на руках по-настоящему, хотя она, покраснев, прогнала эту мысль прочь. На этот раз они столкнулись в коридоре с Юка, которая согласилась помочь им разобраться в их ситуации. Вместе они втроем направились в лазарет и, убедившись, что там никого нет, положили устройство на кровать и подзарядили там человеческое тело Аядзавы. Теперь, когда их проблема решена, крошечный инопланетянин предложил разведать местность впереди, чтобы Асахи и Юка не вызвали подозрений по поводу того, что они вместе вышли из пустой комнаты. Пара ждала внутри, пока не услышала какой-то шум всего через несколько секунд после ухода крошки Идзавы. Выбежав на улицу, они увидели, что Акими нашла крошечного инопланетянина, которому теперь ничего не оставалось, как притвориться фигуркой героя. Однако школьный журналист проявил больше любопытства, чем большинство других, и внимательно изучил предполагаемую фигурку. Она даже задалась вопросом, не является ли это одним из 7 чудес, о которых сообщалось в их школе. Эти чудеса, по-видимому, были таинственными существами, населяющими школу, среди которых были феи и вампир, посещающие занятия после школы. Возвращаясь к текущей ситуации, которая стала еще хуже с тех пор, как появилась Сима. У Асахи не было другого выбора, кроме как солгать, что он сделал эту фигуру, чтобы пофантазировать о представителе своего класса. И вот за это его преследовали по всему кампусу Акими, которая не могла поверить в его извращенную натуру. Сима, которая хотела иметь такую куклу, сделав обе определенные модификации, и Юка, которая необъяснимым образом поверила Асахи, когда он сказал, что он извращенец. Отступающий герой спрятался в кладовке вместе с маленьким инопланетянином, спрятанным у него в кармане. В то время как эти двое обсуждали, как им выбраться из сложившейся ситуации, выяснилось, что таинственная фигура наблюдала за ситуацией, указывая на то, что она является частью 7 чудес света, и что в школе ходят слухи, в них содержится больше правды, чем принято считать. У этой особи была пара рогов, и она отметила про себя, что хотела бы сделать все поинтереснее. Он повернул ее рог, и в результате крошечный инопланетянин Идзава вырос до человеческих размеров. Обрадованные внезапным поворотом событий, Асахи и Идзава разработали блестящий план, который отвлек все внимание от инопланетянина. Пока Акими и Сима издевались над священной корзиной и беспокоили ее, Аизава сбежала. Он молча благодарит Асахи, и когда ситуация утихает, рогатая таинственная фигура уменьшает ее до ее первоначального размера. Теперь, когда все вернулось на круги своя,
Асахи и Юка прояснили недоразумение, возникшее ранее, когда они вместе шли домой. Идзава наблюдала за ними издалека, и хотя она говорит, что счастлива, что теперь с ними все в порядке, она признается, что испытывает ужасное чувство, незнакомое ей. В этот конкретный день, похоже, преобладают дождливые условия. Асахи рассеянно шел в школу со своим зонтиком, пока не столкнулся с Юка. Это было неожиданностью для главного героя, так как обычно вампир-подросток направлялся в школу ранним утром. Когда его спросили об этом, Юка сказала, что ей не нужно беспокоиться об этом, так как солнце дает ей только темный загар, а погода скрывает любой солнечный свет на некоторое время. Во всяком случае, в тот день. Хотя на самом деле она просто проспала, поэтому и пошла в школу позже, чем обычно. Однако довольствоваться прогнозом погоды оказалось бесполезно, так как через несколько мгновений небо прояснилось. Это означало, что Юка пошла в школу с таким загаром, что она выглядела так, словно только что побывала на пляже. Идзава, всегда строгий друг, напомнил невинной вампирше, что ей следует быть более осторожной, так как было бы слишком подозрительно, если бы она мгновенно изменила цвет кожи. Хотя Юка заверила Асахи и Идзаву, что загар исчезнет после хорошего ночного сна, представитель класса решил, что этого не произойдет, этого будет достаточно. После краткого упоминания о ее тренировках в ее чужом мире и с восторженной реакцией Юка на это, Айзава предложила ей вместо этого тренировать вампира. И вот в первый раз Юка надела свою спортивную форму и активно работала на поле. И хотя Асахи не очень помогал во время тренировки, он был счастлив, потому что наконец-то увидел, что Юка ведет себя активно, а не дуется в углу. На самом деле тренировка состояла всего лишь из того, как избегать солнечного света, но продолжалась весь день. На следующее утро Асахи и Идзава столкнулись с очень оживленной Юка, которая гуляла на улице, а впереди ярко светило солнце. Она научилась умело передвигаться, используя тени, и ни разу за время их поездки на работу у нее не загорела кожа. Однако все это закончилось, когда они подъехали к мосту, где не было затененных участков. Трое из них размышляли о том, как Юка могла бы путешествовать днем, но в конце концов вампирша сдалась и просто позволила себе загореть. В группе царила мрачная атмосфера, пока Асахи не упомянул о солнцезащитном креме. Идзава сказал, что Юка, должно быть, попробовала его, потому что было бы слишком глупо не попробовать. Вампирша-подросток смущенно заявила, что она это сделала, и действительно, на следующий день они увидели ее на солнце без каких-либо проблем. По-видимому, после всех этих неприятностей мысль о том, чтобы использовать солнцезащитный крем, никогда не приходила Юка в голову. После этого Асахи получила приглашение от Юка встретиться в парке развлечений. Хотя вампирша пригласила также и Айзаву, последний не появился, так как, по-видимому, она хотела, чтобы Асахи и Юка провели время вместе наедине. Она почувствовала легкий укол ревности, но не призналась в этом. И вот эта пара прекрасно провела время в парке. Юка любила захватывающие аттракционы, поэтому они много катались на американских горках. Они даже зашли в дом с привидениями, но вампирша была потрясена больше, чем ее спутник. За время, проведенное вместе, Асахи узнала, что Юка была наполовину вампиром, наполовину человеком. Ее отец был вампиром и влюбился в человеческую женщину. Родители Юка на самом деле оказались в такой же ситуации, как Асахи и Юка. Они учились в одной средней школе и держали личность ее отца в секрете, и в конце концов они влюбились друг в друга. Они даже ходили на несколько свиданий в один и тот же парк развлечений. Поняв, что она в основном описала ситуацию, в которой сейчас находились они с Асахи, пара покраснела от смущения и перешла в неловкое положение. Поскольку речь шла о людях, близких Юка, она упомянула, что у нее есть друг детства, Человек-волк, сравнив его с Асахи и Акими, это связь друг с другом. Затем сцена меняется на дом Ширигами, где отец Юка отдал приказ проверить свою дочь в школе с тем самым Человеком-волком, который был темой разговора этой пары. Этот эпизод начинается с того места, на котором он закончился, когда Асахи и Юка покидают парк развлечений, где они проводят вместе почти весь день. Асахи все еще вспоминал о множестве информации, которую он получил от Юка в течение дня, и особенно зациклился на факте о ее друге детства Человеке-волке. И по воле судьбы они столкнулись с тем же самым Человеком-волком, когда шли домой. И таинственный Человек-волк, и Юка обращались друг к другу по имени-отчеству. Вампир назвал этого новичка Шира, и Асахи справедливо предположил, что это должно быть тот самый друг детства мужского пола, о котором они говорили ранее. У Шира было невероятно жесткое отношение, сродни поведению правонарушителя. Всего лишь поговорив с Юка, он разозлился, когда заметил, что Асахи пристально смотрит на него. Он схватил застенчивого главного героя за воротник и попытался потребовать, что тот делает. Его поведение изменилось, когда он понял, что Асахи и Юка вместе пришли из парка развлечений. Он сразу же повернулся к Асахи спиной и с печальным выражением на лице пожелал ему удачи, по-видимому, придя к выводу, что они были парой. Увидев удрученное лицо Сира, Асахи почувствовал необходимость объяснить ситуацию, что они с Юка были друзьями. Невероятно рассеянная вампирша поняла, что он пытался сказать, поэтому она подчеркнула, что они были всего лишь друзьями без каких-либо шансов на то, что у них возникнут отношения. Хотя это и было его целью, Асахи все равно почувствовал боль и пошатнулся от слов Юка. Когда вся путаница рассеялась, Шира продолжил свою суровую оценку этих двоих, как и раньше. Он правильно предположил, что Асахи знает о ее секрете,
так как он не испугался, когда увидел клыки Шира. Это означало, что Асахи знала о существовании сверхъестественных существ. По просьбе ее отца Шира теперь должна забрать Юка обратно и положить конец ее школьной жизни. В отчаянной попытке предотвратить это Асахи притворилась, что ничего не знает. Он даже притворился, что ничего не знает о клыках Шира, и так началась серия блефовых звонков между ними обоими, когда Шира ускользнул, сказав, что он человек-волк. А Асахи даже не сделал ни малейшего движения. По его лицу было трудно прочесть, что он постоянно блефовал, пока оба не посмотрели на небо в поисках Луны, чтобы доказать, действительно ли Шира был человеком-волком или нет. И разве ты не знаешь, что было уже достаточно поздно, чтобы показалась Луна? Однако трансформация прошла совсем не так, как ожидал Асахи. Он ожидал увидеть огромный гибрид между человеком и волком, когда на самом деле трансформация превратила Шира в человека, в женщину. Но у этого человека не было ни той же личности, ни даже того же сознания, что у Шира. Она представилась как Шишида Шиха и за неимением лучшего слова признала себя извращенкой. Тем временем Идзава начал чувствовать себя виноватым из-за того, что не принял приглашение Юка в парк развлечений. Она решила испечь ей торт и лично вручить его ей. На самом деле это было скорее бессознательное прикрытие, чтобы скрыть свои истинные чувства. Она слишком много думала о том времени, которое Асахи и Юка провели вместе, и хотя в ее планы входило заставить их начать отношения, она не могла не выразить это неприятное чувство, которое постоянно испытывала. Пока все это происходило, Асахи, Шиха и Юка вернулись в квартиру последнего. Шиха рассказала, что она была главной личностью и что она всегда была в сознании и в теле, когда Шира контролировала ситуацию, но последняя не была такой, когда она брала верх. Откровенно сексуальная женщина-волк заявила, что для того, чтобы они поменялись местами, личность и контроль должны были бы выглядеть по-другому. На Луну. Она также демонстрирует свою извращенную натуру к большому дискомфорту Юка, хотя Шиха, кажется, подразнивает Асахи, потому что она что-то заметила в Юка. В тот момент, когда в квартире поднялся шум из-за выхода к Шиха, именно в это время вошел Айзава, чтобы угостить ее домашним тортом. Когда она увидела Шиха сверху на Асахи, она подумала, что они дурачатся, и сразу же ушла. Чтобы остановить поведение женщины-волка, Юка заставила ее посмотреть на изображение Луны, побудив ее превратиться в Сира. К сожалению, Идзава вернулся, чтобы извиниться, но когда она увидела, что на этот раз парень был сверху Асахи, это еще больше усилило ее замешательство. Так что она просто снова убежала. Наконец-то он снова превратился в Шиха. Она подошла, чтобы узнать что-то о чувствах Юка, и решила, что та слишком рассеяна, чтобы замечать эмоции других людей, а также свои собственные эмоции. Она ушла по собственному желанию, сказав, что не ей было поручено вернуть Юка обратно. Все трое думали, что видели Шиха в последний раз, но на следующий день в класс пришла ученица, которая оказалась никем иным, как самой женщиной-волком. А новая ученица заговорила вся школа, но не потому, что она была новым лицом, а из-за ее непристойного поведения. Похоже, это было зарезервировано для тех случаев, когда можно было подразнить Асахи, однако как бы Сима не пыталась убедить Шиха. Она, казалось, уделяла ей только внимание для главного героя, этот факт сильно беспокоил представителя класса. Айзава сильно отчитала Шиха, хотя, по-видимому, она всего лишь скрывает свою ревность по поводу того, что Асахи, казалось, никогда не испытывал ничего даже отдаленно похожего на то, что он демонстрировал с Шиха, и когда они с представителем класса были вместе. Внезапно, не выдержав такого давления, Асахи рванул с места. Наконец-то, оказавшись в одиночестве в одном из залов, он предался воспоминаниям о своей недавней удаче. А может быть и о несчастье. Всего за несколько месяцев его жизнь кардинально изменилась. Раньше он был человеком, которому никто даже не доверял, а теперь у него есть секреты, которые нужно хранить для вампира, инопланетянина, а теперь еще и женщины-волка. Юка нашла его немного позже. Пока они разговаривали, Асахи не мог удержаться от мысли, что он не удивится, если в его жизни снова появится еще одно существо. И как будто судьба услышала его, пара увидела девочку с рожками и розовыми волосами, небрежно прогуливающуюся по коридору. Хотя было бы справедливее сказать, что они были больше удивлены тем, что она совсем не пыталась скрыть свои рога, чтобы вписаться в обстановку, а не внешностью другого человека потустороннее существо. Это то же самое существо, которое смогло изменить размер Айзавы за несколько эпизодов до этого. Эта пара подошла к этому таинственному новичку. Она представилась как Камато Акане. Акане обладала большими способностями, приписываемыми тому, что она была демоном, хотя поначалу она говорила в мягкой и невинной манере. Чтобы еще больше запутать Асахи, она создала иллюзию, в которой ее рога были съемными, что делало ее похожей на человека. Если и было что-то примечательное в имени Акане, так это то, что у нее была та же фамилия, что и у их классной руководительницы. Асахи обратила на это внимание, и когда ее спросили об этом, Акане сказала, что они были сестрами. Насытившись, Акане ушла от разговора с озорной улыбкой на лице, пока не столкнулась с Комодо-сенсеем. Взрослый поднял меньшего демона за рога,
и она была вынуждена открыть правду. Акане на самом деле является тысячелетним демоном, и вместо того, чтобы быть ее младшей сестрой, она была прабабушкой Комодо-сенсея. Более того, на самом деле она была деканом школы. Демон пытался запугать главного героя тем, что ее личность была раскрыта во всем этом. К несчастью для нее, Асахи в тот момент была как бы невосприимчива к раскрытию подобных вещей. Если подумать о том, через что ему пришлось пройти, то, что в его школе живет еще одно существо, не кажется ни малейшим удивлением. Йока, с другой стороны, не была обеспокоена, потому что она обычно относилась к этому демону-декану как к ребенку из-за его юного и ребяческого характера. Внешний вид. Даже несмотря на то, что Акане, казалось, очень нравились вещи, которые понравились бы ученику начальной школы, такие как призы, конфеты и тому подобное. Она очень разозлилась, что с ней обращались незрело и к тому же со стороны невинного незрелого вампира. Возникшее напряжение привело к тому, что эти двое устроили соревнования, чтобы определить, кто из них более зрелый и кто из них самый взрослый. Кто был невольным зрителем такого состязания между демоном и вампиром? Конечно же, Асахи, который сейчас привязан к стулу. Однако из всего этого фиаско вышла одна хорошая вещь. Их классный руководитель похвалил Асахи за его честность и успех в сохранении секрета Йоко ради ее же блага. Очень жаль, что этот момент был испорчен взрывом, любезно предоставленным обоими соперниками, столкнувшимися с энергией. Теперь, когда все немного успокоились и с учетом стоимости одного тренажерного зала, все разошлись в разные стороны. Утром Асахи вызвали в кабинет учителя. Он отсутствовал на уроке кулинарии и был назначен на дополнительный урок. В первом классе он не испытывал особого энтузиазма по поводу того, чтобы посещать занятия в одиночку. Но учитель Икари сказал, что он не единственный, кто должен пересдавать уроки кулинарии. В классе также учатся Идзава, Шиха и, что удивительно, Юка. После этого Асахи больше не чувствовал, что имеет что-то против бесплатных занятий. Однако он заметил, что для Юка было неожиданностью присутствовать там, так как она каждый день готовила себе обед. Судя по всему, в прошлый раз все три девочки готовили очень плохие блюда, и именно поэтому они посещают дополнительные занятия. На этот раз им было поручено приготовить карри. Как обычно, Идзава взял бразды правления в свои руки. Она уже подготовила список ингредиентов и с ее навыками следования заранее определенному набору правил. Все были полностью уверены в том, что представитель класса сможет уверенно приготовить карри. Но, как назло, несмотря на то, что она точно следовала рецепту, ей удалось испечь шоколадный торт. И он тоже был очень вкусным. Потому что, когда его выбросили из окна, он упал на проходившую мимо Акане. Вкус шоколадного торта Айзавы был настолько безупречным, что демоническое начало жаждать большего. Чтобы не пугаться неудачного поворота событий, связанных с приготовлением пищи Айзавы, группа решила готовить как единое целое, и каждый человек внес свой вклад в приготовление блюда. Некоторые из них внесли больше, чем большинство, так как Шохо не умеет и не умела готовить. На самом деле конечный продукт выглядел не так уж плохо. Блюдо действительно выглядело как карри и было свидетельством прекрасной работы, проделанной группой. К сожалению, Айзава все еще была опечалена той ошибкой, которую она допустила ранее. Чтобы подбодрить ее, Юка решила позволить ей приправить последний ингредиент – скандал. Чувствуя, что это плохая идея, и Асахи и Сиха попытались помешать двум другим сделать это, так как это могло испортить блюдо, которому для совершенства требовалась всего одна простая вещь. Единственная проблема заключалась в том, что вампир и инопланетянин уже определились со своими мыслями, и поэтому им оставалось только ждать хорошего результата или катастрофы. И именно эта катастрофа и произошла. Икари-сенсей отправился проверить, как там карри, вместе с Акане. Поскольку учительнице было поручено съесть это блюдо, она наткнулась на сцену прямо из фильма ужасов. И Асахи и Шиха потеряли сознание от запаха варева, приготовленного Юкой и Идзавой. Учитель сразу же пришел к выводу, что все, что приготовили ученики, не годится для употребления в пищу, и поэтому они решили даже близко к нему не подходить. По-видимому, шоколадный торт оказал на Акане такое огромное влияние, что даже больше, чем считалось ранее. В ту ночь она бушевала в квартире Икари, пытаясь заставить свою правнучку заставить Айзаву испечь торт еще раз. В этот момент половина квартиры учительницы была разрушена, и когда она снова отказала Акане в просьбе, маленький демон заявил, что уничтожит землю. На следующее утро Акари-сенсей срочно позвала девочек в класс кулинарии и приказала им испечь шоколадный торт, который они испекли в прошлый раз. Он сказал, что от этого зависит судьба планеты. На вопрос, что она имела в виду, учительница ответила, что Икана манипулировала астероидом, используя свои демонические силы, и заставила его направиться прямо к Земле. Айзава, Юка и Шиха немедленно приступили к работе, хотя вампир и женщина-волк недоумевали, зачем они там оказались, ведь они были ужасными поварами. Оказывается, у Икари-сенсея был свой план. Она хотела накормить Акане отвратительной едой, чтобы та потеряла сознание и тем самым потеряла концентрацию, чтобы астероид не попал в планету. Это было намного лучше, чем дать демону то, что она хотела, и ее план сработал идеально, так как Айзава не доверяет качеству шоколада, который она покупала. Сделал достаточно, чтобы спасти мир. И вот, за этим последовала самая важная в мире игра в курицу. Отвратительная еда противостоит гордыне демона. Еще один удачный подстановочный знак также пришел в поддержку плана учителя. Акими, которая была втянута Акане в погоню за дикими гусями, потому что первая правильно предположила, что вторая была той самой призрачной рогатой леди, о которой ходят слухи, что она является одним из 7 чудес школы, с радостью помогла ей. Однако весь остальной мир не обращал внимания на эту битву,
и то же самое можно сказать об Асахи. Когда он услышал, что астероид приближается, он подумал о Юко и бросился туда, где она была. В то же самое время астероид необъяснимым образом изменил свой маршрут. Когда главный герой открыл дверь, он увидел, что вся группа вместе с Акими по какой-то случайной причине выбыла из строя. Приближается лето, и учебный год почти подходит к концу. Асахи и Ака говорили о том, как недавно сложились отношения между бывшим парнем и его школьной пассией. Ака упомянул, что после стольких лет его друг больше никогда не пытался признаться в этом. Он уговаривал застенчивую Асахи сделать это снова или даже просто пригласить Юко в бассейн. Время было выбрано идеально, и они тоже получили бы от этого немного удовольствия. Как назло, Юко вышла из класса как раз в тот момент, когда их разговор закончился. Заметив, что он уже не тот, каким был все эти месяцы назад, Асахи подошел к подростку-вампиру, полной решимости наконец-то пригласить ее на свидание. Но, конечно же, он сделал это очень небрежно. Юко пришла в голову мысль, что он просто приглашает ее попрактиковаться в плавании, поскольку они оба не были хорошими пловцами. Она пригласила Шиха и Идзаву стать их инструкторами, и с тех пор все трое друзей Исахи тоже были приглашены. Даже несмотря на то, что предполагаемое свидание у бассейна превратилось в пикник у бассейна для всей группы друзей, Асахи все равно был доволен тем, что получил. На следующий день вся группа уже отправилась на прогулку к бассейну. Мальчики и девочки приехали по отдельности, но встретились на краю бассейна. В соответствии с их первоначальной целью, Шиха и Идзава стали соучредителями в обучении Асахи и Юко плаванию. Хотя один из них был более эффективным, чем другой. В планах Шиха по обучению были только непристойные методы. Это непреднамеренно привело к неприятностям с Симой, которая, несмотря на то, что уже умела плавать, была самой активной ученицей Шиха. Когда женщина-волк попыталась продемонстрировать свою непристойную тактику номер 2 на Аизаве, инопланетянка быстро вырубила ее. И поэтому управление тренировкой по плаванию стало исключительно это приоритет Железной Леди. Асахи и Юко были хорошими учениками, учитывая все обстоятельства. Однако обучение Аизавы было преждевременно прекращено, когда она неосознанно прикоснулась к Асахи во время купания, что заставило ее сильно покраснеть. Юко, всегда забывчивая вампирша, когда дело касалось любви, дразнила их обоих по этому поводу, и это привело к тому, что Аизава чуть не утопила Асахи в знак протеста. Чувствуя себя виноватой за то, что она сделала, она приказала им двоим просто практиковаться друг с другом в качестве партнера. Когда остальные наблюдали, как комфортно чувствуют себя два главных героя друг с другом, они подумали о том, как Асахи раньше влюблялся в девушек, которые не хотели иметь с ним ничего общего. На этот раз они задавались вопросом, действительно ли он наконец влюбился в ту, кого нужно. Время летит быстро, когда тебе весело, и поэтому, прежде чем они успели опомниться, бассейн уже закрывался. Асахи и Юко были последними, кто вошел в бассейн, и перед тем, как они ушли, вампир что-то прошептал Асахи. Группа, казалось, заметила, что эти двое торопились домой, и отметила, что было подозрительно, как неловко каждый из них оправдывался по отдельности. Оказывается, Юко попросила Асахи встретиться с ней вечером в школе. Пока он шел в школу, в его голове крутились мысли о том, что бы это могло быть, но Юко просто хотела продолжить заниматься плаванием и пригласила Асахи прокрасться в школьный бассейн. Ей показалось, что она знает какой-то проход через забор, и вскоре они вдвоем окунули пальцы ног в бассейн. Там они непрерывно тренировались, и Юко даже чувствовала себя достаточно комфортно, чтобы показать свои крылья и клыки, так как там была только Асахи. Через некоторое время они сделали перерыв, и Асахи воспользовалась этой возможностью, чтобы спросить, откуда она знает, где находится дыра в заборе, ведущая к бассейну. Вампирша призналась, что именно ее мать рассказала ей об этом, так как и они, ее родители тоже не были хорошими пловцами. Они часто тайком пробирались в бассейн и тренировались там в одиночку. Юко заметила, что до того, как она встретила Асахи, у нее не было той веселой школьной жизни, о которой ей постоянно рассказывала мать. И поэтому она была очень благодарна за то, что у нее теперь появилось много друзей. Пока все это происходило, Акана наблюдала за двумя нарушителями границы, используя свои силы, чтобы отметить про себя, насколько эта сцена показалась ей знакомой. Она вспомнила, как родители Юко делали то же самое, когда она еще была учительницей. Директор школы размышляла про себя о том, какую историю любви могла бы показать ей Юко. Эпизод начинается с того, что Асахи приглашает Юко поужинать с друзьями. Рядом со школой открылась новая кондитерская, и они захотели пойти туда вместе. Хотя она и хотела этого, Юко отказалась, так как было бы очень трудно скрыть свои клыки во время еды, особенно если они собираются с людьми, которые не знают, что она вампир. Так оно и было до тех пор, пока ее живот не издал громкий урчащий звук, который мог услышать даже Асахи. И вот после тщательного обдумывания Юко согласилась сопровождать их. Тем не менее, их маленькая тусовка прошла без проблем. Асахи приходилось быть начеку всякий раз, когда Юко становилась слишком возбужденной. Она была слишком снисходительна к тому, чтобы показать свои крылья. Поэтому он взял на себя смелость отвлечь их друзей и напомнить глупой вампирше всякий раз, когда она совершала грубую ошибку. Не обошлось и без неожиданных визитов. Акими на самом деле была работницей кондитерской, и именно в тот день она столкнулась с этой группой. Тем не менее, она не была такой злой, как обычно, так как подошла только для того, чтобы сообщить Юко, что она закончила еще одну порцию лакомств, которые съела раньше. Не желая повторения события, которое привело к тому, что представитель класса узнал секрет Юко,
Азахи решила поесть всю партию он сделал сам, но Шима тоже помогал ему. Последняя неприятность, возникшая в результате этого события, заключалась в том, что в другой кабинке Акане заметила Акими и ее связь с говорящими очками. На ее лице появилась злая улыбка, когда ей в голову пришла злая идея. На следующий день Акими отчаянно бегала по школе. Они с Юка перехватили ее и обнаружили, что на ней не было ее фирменных очков. Судя по всему, она потеряла их, но не может вспомнить, куда положила. Когда ее спросили, почему она не может просто прожить целый день без них, ведь это не очки по рецепту врача, Акими вспомнила о своем детском воспоминании. Именно Асахи подарила ей эти очки, и это подразумевало, что злая королева испытывала к Асахи нечто гораздо более глубокое, чем дружба. А именно, почему она не могла просто оставить свои очки. После этого Акими потратила целый день на их поиски и даже ненадолго столкнулась с Шиха, которая искала свое необъяснимо потерянное нижнее белье. После этой короткой и странной встречи обезумевшая школьная журналистка была перехвачена Айзавой. Представительница класса помогла первой в ее поисках и сказала, что причина, по которой она это сделала, заключалась в том, что и Асахи, и Юка сообщили ей о сложившейся ситуации и тоже искали их. Она не могла поверить в такой поворот событий, но ход мысли Акими был прерван внезапным появлением Аканы. Демонический принцип, казалось, насмехался над ними, когда она призналась, что именно она взяла очки и даже надела их просто для дополнительного удовольствия. Это привело к еще одной погоне по кампусу, и в конце концов Асахи тоже присоединилась к этим усилиям. После довольно долгой борьбы и забавного эпизода, в котором Асахи непреднамеренно помогла Акане с ее трюками, погоня наконец закончилась, когда Акари-сенсей узнала о том, что делала ее прабабушка-демон. Нет нужды говорить, что она заставила ее вернуть очки обратно. Асахи пошла сообщить Юка, что их поиски закончены, и в этот момент Айзаве открылся секрет Акими о ее очках. Представительница класса не могла поверить, что Акими обладала предметом, в котором обитал бог удачи, но тем не менее Акими рассказала ей об этом, а также происхождение очков. Айзава пришел к выводу, что Акими испытывала чувства к своей подруге детства и что Фукутян, богиня удачи в очках, пыталась заставить журналистку признаться в своих чувствах. И по воле судьбы, а может быть просто благодаря силе Фукутян, Асахи и Юка добрались туда, где были Айзава и Акими. Затем очки предъявили ультиматум. Если Акими не сможет встретиться с Асахи лицом к лицу без очков, и если она наденет их перед ним, Фукутян признается за нее. И так последовала серия событий, в которых Айзава пытался отвлечь главных героев, потому что очки Акими барахлили. А Асахи пыталась отвлечь их всех, потому что вампирские качества Юка проявились снова. В последнем отчаянном усилии Айзава украла очки и надела их сама, но не задумываясь, очкарик принял ее за Акими и начал признаваться Асахи, так что это прозвучало так, будто именно представительница класса призналась в своей любви потрясенному главному герою. Скоро начнется летний фестиваль, и наша группа решила вместе посетить фестивальные киоски. Но без ведома как Асахи, так и Идзавы, это была всего лишь уловка, придуманная самой Юка, чтобы заставить их провести время друг с другом. Возможно, подстрекаемая признанием, сделанным ранее представителем класса, вампирша поклялась всем сердцем поддерживать их отношения. Она решила шпионить за ними обоими во время этого очень незапланированного свидания. Шиха, которая сопровождает Юка, комментирует невероятно тупую, забывчивую натуру своей подруги-вампира. Тем временем Идзава подумывал о том, чтобы пойти домой, так как пришли только двое из них, но Асахи, увидев, как взволнован представитель класса по поводу фестиваля, когда она была одета в юкату и все такое, сказала: решил познакомиться с фестивалем вместе с ней, чтобы она не была разочарована. Кроме того, он правильно предположил, что Юка где-то там. Будучи инопланетянином, Идзава понятия не имела о том, как люди празднуют свои праздники, и отчасти именно поэтому она все равно была взволнована. Хотя между ними было немного неловко из-за очков Акими, по признанию Фукутян, они могли наслаждаться временем, проведенным вместе по настоянию Асахи. Он взял за правило позволять Айдзаве присутствовать на всех празднествах, чтобы она могла насладиться ими. Некоторые достопримечательности на фестивале были знакомы инопланетному спутнику Асахи. Например, она обратила внимание на игрушечные пистолеты, которые используют на фестивале, чтобы сбивать предметы за приз, сравнив это с ее боевой подготовкой на родной планете. Однако она не была знакома с тем, насколько строгими и откровенно несправедливыми были некоторые игры, проводимые здесь во время фестивалей. Но несмотря на все это, паре удалось выиграть гигантскую мягкую игрушку-медведя, которую они быстро обменяли на молодую девочку, которая восхищалась ею, за один рулон сахарной ваты. И тем не менее, вампир и женщина-волк все еще были у них на хвосте на протяжении всего этого времени. Опять же, Шиха заметила, что Юка, должно быть, чувствовала что-то еще, кроме гордости, когда смотрела на то, как весело проводит время Асахи и Айзава. Первая заметила грустную улыбку на лице второй,
но в своем разговоре они потеряли представление о том, куда делась их целевая пара. Как оказалось, эти двое просто отправились за мороженым. Идзава почувствовал, что это становится слишком похоже на свидание, и, покраснев, громко предложил им пойти поискать Юка и остальных, если они действительно там были. Совпадение, повторяющаяся тема для этого аниме, так как сразу после того, как представитель класса только что сказал это, Юка появилась в дальнем конце, она вышла из ларька, чтобы самой купить немного мороженого. Несмотря на то, что ее прикрытие было раскрыто, вампирша все же решила сбежать, и поэтому последовала еще одна погоня между Асахи, Идзавой и Юка. В отличие от предыдущих, это была короткой, потому что когда они завернули за угол, Идзава споткнулась, и, к сожалению, именно она держала мороженое, которое они держали в руках. Только что получил. Асахи заметила это как раз вовремя, но не ожидала, что она так неловко приземлится с мороженым на буксире. Она приземлилась на него сверху, и мороженое упало на каждый глаз Асахи. Должно быть, это был один из самых холодных моментов для Асахи. Айзаве было не лучше, так как ее волосы застряли в пуговицах рубашки Асахи. Хотя по какой-то причине единственная мысль, которая пришла в голову в тот момент, представительница класса думала только о том, чтобы она наконец призналась в своих чувствах к Асахи. На какое-то короткое мгновение она прижалась ближе и обняла его. Юка с другой стороны видела, как все это происходило. Хотя таков был ее план и технически ей это удалось, она не могла не почувствовать, как у нее жалость в груди при виде того, как кто-то другой обнимает Асахи. На следующее утро Идзава не смогла выдержать зрительного контакта с главным героем и ушла так быстро, как только смогла после занятий. Это привело Асахи в замешательство относительно того, что происходит. Но на самом деле в тот день она была не единственной, кто чувствовал себя не в своей тарелке. Когда Асахи заглянул за стол Юка, ее самой там не было. По-видимому, она так рассеянно расхаживала по классу, что Акари-сенсей сочла нужным сопровождать ее в кабинет директора, чтобы выяснить, в чем дело. Кейн пытался оскорбить ее, но у него ничего не вышло. Юка пришла в себя только тогда, когда директор школы демонов сделал замечание о том, что Асахи – человек Юка. Акане пришла к выводу, что Юка не может распознать свои собственные чувства, и именно поэтому она временами теряла сознание. Не из тех, кто дает своим жертвам оправдание, Акане продолжила, по сути, пытать Юка, превращаясь в Асахи. Это продолжалось большую часть дня и прекратилось только тогда, когда Акари-сенсей прибыла как раз вовремя, чтобы отругать принца рогатого демона. Слова иллюзия Акане до сих пор звучат в ушах вампира. Позже в тот же день у Асахи нашлось время сказать что-то, возможно, что-то интимное Юка. Однако она тут же закрыла эту возможность, сказав, что спешит домой, так как у них с Шихо есть планы на будущее. Она отвернулась и стала бороться с чувствами в своем сердце, которые не могла понять. Удрученный Асахи, более печальный, чем обычно, тяжело опустился вперед на свой стол. Его друзья заметили его печальное поведение в последнее время, и Ока правильно предположил, что это произошло из-за Юка. По-видимому, с тех пор, как произошли события на летнем фестивале, вампирша держалась отстраненно и не была такой жизнерадостной, как обычно, когда общались с Асахи. На самом деле, она вообще перестала ходить с ним и даже не смотрит ему в глаза. Как бы Асахи ни старался, мне просто казалось, что Юка не хочет иметь с ним ничего общего на данный момент. Друг Асахи посоветовал ему хотя бы предложить проводить Юка до дома, чтобы прояснить это недоразумение. Он был не единственным, кого беспокоило внезапное отдаление между ним и Юка. Айзава считает себя виноватой в том, что это произошло, так как она знала, что все началось с того фиаско на прошлом летнем фестивале. Она была так погружена в свои мысли, одновременно ругая себя за то, что позволила этому случиться, и придумывая способ свести двух застенчивых влюбленных вместе, что даже не заметила Акане в коридоре. Думая о другом способе причинить вред, демонический принцип предложил Айзаве сделку, поскольку она могла исполнять желания людей с помощью своих способностей. Она даже дразнила ее по поводу фотографии Айзавы и Азахи в ту ночь во время фестиваля. Шантаж был остановлен, к счастью, Акари-сенсеем. Она прибыла как раз вовремя, чтобы забрать капризного демона, но оставила фотографию. Дерзкая представительница класса намеревалась оставить фотографию себе, пока ее не загнали в угол в коридоре Асахи, его друзья и Акими. Завязалась потасовка, которая началась с того, что Айзава отрицал существование фотографии, а закончилась тем, что Асахи по какой-то причине снова попал мороженым в глаза. Пока остальные пытались понять, почему у их строгого представителя класса была такая фотография, Железная леди оправдала свое прозвище, проглотив и свою гордость, и фотографию. Но, к сожалению, для всех сторон, вовлеченных в сложную любовную связь между Асахи и Юка, ситуация стала еще хуже, чем была раньше. Ослепленная Асахи случайно прижала Айзаву к стене, но со спины казалось, что они были парой, занимающейся парой вещей. Совпадение снова бросается в глаза, когда Юка, которой пришла в голову та же мысль, что и Асахи, пойти домой вместе, увидела, что происходит. Она ошибочно предположила, что Асахи хочет пойти с Айдзавой, и, соответственно, ушла. В ту ночь Асахи приснился такой яркий сон, что он испугался до смерти. Ему приснилось, что Юка пригласила ее на крышу, чтобы поговорить. Ее отец раскрыл ее секрет, и ей пришлось уйти из школы. Этот сон был настолько ошеломляющим для него, что он проснулся в холодном поту. Погода на следующий день была такой же мрачной, как и во сне Асахи. Тем
Тем не менее, это не помешало ему подойти к Юка, чтобы разрядить обстановку между ними, когда они шли в школу. Юка почти ничего не могла сказать, поэтому вместо этого предложила им встретиться на крыше после уроков. Друзья Асахи, когда услышали об этом приглашении, подумали, что Юка наконец-то собирается признаться в своих чувствах. Они убедили Асахи, который был полон решимости пойти, признаться в этом первым, чтобы он не чувствовал себя так плохо, если бы Юка не было рядом, чтобы признаться в первом месте. Сосредоточенный Асахи бросился через весь кампус и сравнил этот опыт с тем, что у него было раньше, когда он первый раз планировал признаться в этом. Признайся, Юка, в том, что привело к целой серии событий вплоть до сегодняшнего дня. Единственное отличие на этот раз заключается в том, что он полон решимости передать свое письмо с признанием терпеливо ожидающей его Юка на крышах домов. Прежде чем он смог подняться дальше, он столкнулся на лестнице с Айзавой. Когда его спросили, почему она там стоит, представитель класса призналась, что не может позволить ему признаться, и попыталась ударить лопатой сбитого с толку Асахи, чтобы вывести его из строя. Он взобрался на груду стульев и столов, которые представитель инопланетного класса установил у входа на крышу. Несколько мгновений спустя он появился в дверном проеме, но к его большому шоку Юка кудахтала большое существо, похожее на летучую мышь. У нее было время только на то, чтобы извиниться и попрощаться, прежде чем она улетела. Юка не ждала признания, она ждала, чтобы попрощаться. Когда Айзава присоединился к Асахи на крыше, начался проливной дождь. В его глазах не было ни капли печали, и он попросил помощи у представителя своего класса, чтобы вернуть Юка. Не теряя ни секунды, Асахи и компания сразу же начали разрабатывать план по спасению Юка. В число потенциальных спасателей входили сенсей, Асахи, Акане, Шиха и Айдзава. Когда все было готово, они отправились к ней домой на машине Акари-сенсея. Учительница действительно гордилась своим новым транспортным средством, говоря, что ей стоило большого самообладания не тратить все, что у нее было, на пиво, чтобы сэкономить на нем. Однако машина простояла не так уж долго, так как когда Асахи пожелал, чтобы они добрались туда до наступления темноты. Магия Аканы заставила машину проскочить на большой скорости, причинив ей необратимый ущерб. Однако, чтобы это произошло, сенсей должна была быть нокаутирована, и когда она проснулась и увидела, в каком состоянии находится ее новенькая машина, она сразу же обвинила во всем Акане, а та погналась за лестницей, размахивая деревянным мечом. Таким образом, в спасательной миссии осталось всего 3 человека. Аисава взяла на себя роль лидера, когда дело дошло до миссии, но перед тем, как они отправились на поиски, она принесла свои извинения Асахи за ту ночь, когда была похищена Юка. Ей было жаль, что она вела себя эгоистично, но Асахи, всегда добросердечный парень, не держал никаких обид, просто улыбнулся и просто поблагодарил ее за помощь. 3 маловероятных спасателей прокрались мимо ворот и входной двери дома Ширигами. Они успешно проникли в дом и не столкнулись ни с чем необычным. Так было до тех пор, пока они не услышали глухой звук, который становился все ближе и ближе. Гигантский мужчина-вампир появился из тени и спросил, что они делают в его доме. Затем Шиха окликнула его и представила эту гигантскую фигуру как отца Юка, Ширигами Ганзира. В то же самое время Юка вышла из своей комнаты, разбуженная шумом снаружи. Она была удивлена, увидев своих друзей, и еще больше удивилась, когда они объявили, что пришли сюда, чтобы спасти ее. Они бросили чесночные бомбы в ее гигантского отца и бросились бежать. Ситуация оказалась не такой серьезной, как они думали, однако, когда они бежали, Юка спросила, от чего они ее спасают. Группа думала, что ее насильно увезли домой, но на самом деле Юка отправили домой только для того, чтобы позаботиться о ней. Ее больная мать. Волна облегчения омыла лицо Асахи, когда он воскликнул, что, по его мнению, ее отец узнал, что есть люди, которые знали, что она была вампир. Однако этот момент облегчения был кратким, так как отец Юка, по-видимому, слушал их разговор, тем самым давая ему понять, что его дочь секрет был раскрыт. Теперь им действительно нужно было спасти Юка, поэтому они снова попытались сбежать, но группа разделилась, и Асахи с Юка спрятались в лесу. В комнате последние, так как некие чары не позволяли ее отцу входить в ее комнату без разрешения. Момент прояснения ситуации позволил им обоим немного времени, чтобы избавиться от некоторых проблем и вернуть свои отношения к тому, что было раньше. Однако Ганзира не прекратил свое неистовство, и только когда его больная жена встала, чтобы проверить шум, он перестал устраивать сцены. Учитывая это, группа решила разработать план, позволяющий Юка продолжать ходить в школу. Они встретились с ее отцом и, используя ластик памяти Айзавы, который опять же является просто молотком, заключили сделку о том, что Асахи добровольно сотрет свои воспоминания, чтобы защитить Юка. Это секрет. Энджиро немного видел его и его жену в фильмах Юка и Асахи, но все равно решил, что ему следует стереть все воспоминания о своей дочери. Ради безопасности девушки, которая ему нравится, Асахи согласился, не колеблясь ни секунды. Однако Юка остановила это до того, как это могло произойти, схватив Асахи и отправив молоток в полет над головой. Она заявила, что не хочет терять Асахи, и что он не должен слишком стараться защитить ее и ее секреты до такой степени, что они больше не смогут видеть друг друга. Если бы ее отец мог стать свидетелем всего этого, все было бы хорошо и хорошо, но Генджиро лежал, распластавшись на полу. По-видимому, молоток пролетел достаточно сильно и высоко, чтобы попасть ему прямо в лоб, тем самым положив конец этому очень насыщенному событиями вечеру. На следующее утро, когда группа готовилась к отъезду на машине, которую Икари-сенсей заставила Кейна купить на свои собственные деньги, казалось, что все было хорошо. Договорились. Ганзира помахал своей дочери на прощание, показывая, что не испытывал никаких обид после вчерашнего вечера.